Добрый день, друзья! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Предлагаю рецепт очень вкусных берлинских пончиков, которые называются берлинеры. Пончики можно готовить как с начинкой, так и без нее. Начинки могут быть самыми разными, от классической со сливовым повидлом, клубничным или малиновым джемом, а также с заварным кремом, вареной сгущенкой или шоколадным ганашем. Все по вашему вкусу и желанию. Пончики получаются потрясающе вкусными и очень воздушными. Если у вас есть немного свободного времени, обязательно приготовьте такие пончики. Готовим опару. В миску наливаем молоко, добавляем сахар, сухие дрожжи, муку высшего сорта и тщательно перемешиваем. Оставляем дрожжевую смесь для активации на 15-20 минут или до образования дрожжевой шапочки. Замешиваем тесто. В небольшой миске соединяем яйца комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Взбиваем смесь венчиком до частичного растворения сахара и откладываем в сторону. В большую миску высыпаем заранее просеянную муку высшего сорта и делаем углубление. К муке добавляем взбитую яичную смесь с сахаром, теплое растопленное сливочное масло и подошедшую опару. Замешиваем тесто сначала деревянной ложкой, пока оно не соберется в ком. Затем замешиваем тесто руками до тех пор, пока оно не будет отставать от рук и стенок посуды. Это сдобное дрожжевое тесто для пончиков нужно довольно-таки долго замешивать, не менее 15 минут. Чем дольше, тем лучше. В процессе замешивания не подсыпайте муку, иначе забьете тесто, и оно получится тяжелым и жестким. Такое сдобное тесто должно стать мягким, эластичным, и оно не должно липнуть к рукам. При нажатии на тесто оно должно возвращаться к исходной форме. Это значит, что его хорошо замесили. Скатываем дрожжевое тесто в шар и перекладываем в чистую миску, смазанную небольшим количеством растительного масла. Миску с тестом плотно затягиваем пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для подъема на 1,5-2 часа. Тесто должно хорошо подойти и вырасти в объеме как минимум вдвое. Приступаем к формированию пончиков. Дрожжевое тесто подошло и очень хорошо выросло в объеме. Тесто выкладываем на рабочую поверхность, посыпанную мукой. Сверху также немного присыпаем мукой, чтобы тесто не прилипало к скалке. Раскатываем тесто в пласт толщиной около 1,5 см. Из теста вырезаем круглые пончики диаметром около 7-8 см при помощи вырубки для печенья, кружки или креманки для мороженого. Вырезанные кружочки теста выкладываем на поднос или разделочную доску, посыпанную мукой, с небольшим расстоянием друг от друга. Оставшиеся обрезки теста снова собираем вместе, слегка обминаем, снова раскатываем в пласт и вырезаем пончики. И так, пока тесто не закончится. Накрываем заготовки теста для будущих пончиков слегка влажным полотенцем или пищевой пленкой и оставляем в теплом месте для расстойки на 20-25 минут. В сковороду с высокими стенками наливаем большое количество растительного масла и разогреваем его примерно до 150-160 градусов. Масла нужно много, чтобы пончики свободно плавали, не касаясь друг друга и дна сковороды. Чтобы проверить, нагрелось ли достаточно масла, опускаем в него маленький кусочек теста. Если оно всплывает и начинает жариться, то температура масла нормальная. А если тесто опускается на дно, то масло еще не нагрелось до нужной температуры. Очень аккуратно погружаем пончики в хорошо разогретое масло и обжариваем до румяного цвета с обеих сторон. В процессе жарки переворачиваем пончики 2-3 раза, чтобы они равномерно покрывались румяной корочкой и не сгорели. Готовые пончики выкладываем на бумажное полотенце, чтобы оно впитало в себя все излишки растительного масла. И полностью охлаждаем. Приступаем к начинке пончиков. Кондитерский мешок с длинной насадкой иглой для эклеров наполняем повидлом или джемом. У меня клубничный. Каждый остывший пончик сбоку прокалываем насадкой и наполняем начинкой. Готовые начиненные пончики щедро посыпаем сахарной пудрой. Из указанного количества ингредиентов получилось 15 круглых пончиков. Вот такие красивые, ароматные и очень вкусные пончики у меня получились.
Немецкие пончики-берлинеры готовы. Приятного аппетита и удачного вам приготовления! Всем спасибо, что посмотрели видео. Пишите комментарии, делитесь рецептами с друзьями в соцсетях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки, чтобы не пропустить уведомления о выходе нового видео на моем канале. Мне будет очень приятно.